При дворе одного правителя жили два философа. Правитель любил беседовать с ними на самые разные темы, потому что очень часто философы совершенно по-разному смотрели на одни и те же вещи. Однажды правитель задал им вопрос. «Скажите, что произойдет, если яйцо орлицы подложить курице на сетке, и орленок вырастет на птичьем дворе?» Первый философ сказал: «Пока орленок мал, на него никто не обратит внимания. Но как только он немного подрастет, то цыплята увидят, что он не похож на них, и начнут клевать его и отталкивать от кормушки с зерном. Орленку не хватит сил дать отпор 2 десяткам цыплят. А когда он подрастет еще больше, взрослые куры заметят, что у орленка большие крылья, и его сочтут ненормальным уродом, и станут клевать еще сильнее и гнать от кормушки. А курица-наседка, которую он будет считать своей матерью, строго-настрого запретит своему уроду расправлять крылья, чтобы никто не видел, что они не такие, как у всех. Она повыщипывает из его крыльев перья, чтобы они не казались такими большими, и орленок не сможет летать. Молодые петушки будут презирать его, а молодые курочки смеяться над ним. Он постарается стать таким, как все те, среди кого он растет. Начнет копаться в мусорных кучах в поисках еды и от недостатка пищи совсем ослабнет, ведь орлы питаются мясом. В конце концов, этот чужак на птичьем дворе сдохнет, и даже курица-наседка, которая считала его своим ребенком, не пожалеет о его кончине. Но второй философ думал иначе. «Да, — сказал он, — пока орленок мал, цыплята и куры будут обижать его и даже издеваться над ним. Но рано или поздно он почувствует, что по своей природе он сильнее любого из обитателей птичьего двора. И однажды, защищаясь от напавшего на него петуха, он взмахнет своими огромными крыльями, взлетит и сверху ударит сильным клювом своего обидчика так, что тот уже никогда не осмелится даже приблизиться к нему. Рано или поздно молодой орел поднимется под облака и поймет, что его удел не копаться с курами на птичьем дворе, а жить на воле и быть царем птиц». В беседе с правителем первый философ доказывал, что орел, по воле случая выросший в курятнике, станет жалкой курицей. Другой же утверждал, что орел всегда станет орлом, в каком бы курятнике он ни родился. В словах обоих философов есть доля истины. Окружение, в котором вырос и воспитан человек, оказывает на него очень большое влияние. Но и природные качества человека, его воля, сила, его стремление к тем или иным целям дают человеку возможность преодолеть засилие среды и изменить свою жизнь. Карл Петер, или как его принято называть Петр III, был внуком российского императора Петра I и племянником шведского короля Карла XII. Оба его предка отличались силой, мужеством и смелостью. Оба прославлены в мировой истории. Но Петр III родился в захолустном немецком княжестве. Его воспитывали невежественные, грубые и недалекие люди. Ребенка били, ставили коленями на горох, вешали на шею картинку с изображением осла. С детских лет внушали обожание прусского короля Фридриха II. Но по воле судьбы
он оказался на престоле Российской империи. И при этом Петр III говорил, что готов променять титул русского императора на звание капрала прусской армии. Когда его жена, будущая Екатерина II, совершила государственный переворот, Петр III не нашел сил бороться за власть. Подписал отречение, умолял пощадить и отпустить на родину, в его княжество. И в результате не только лишился трона, но и жизни. Александр Суворов в детстве был хилым и слабым ребенком. Отец хотел определить его на чиновничью службу. Но мальчик мечтал быть военным. Он закалял себя, занимался гимнастикой и добился своего. Во время Семилетней войны отец Суворова заведовал заготовлением армейского провианта и выхлопотал для сына чин и должность снабженца, провиантмейстера. Но Суворов оставил эту сытную и безопасную должность, перевелся в действующую часть и прославился как командир боевого кавалерийского отряда, а в дальнейшем не раз лично водил свой полк в атаку. Он не захотел оставаться курицей-интендантом и стал героем-орлом. А кем стал бы молодой крестьянин и рыбак Михайло Ломоносов, если бы он равнялся на свое окружение? В лучшем случае зажиточным мужиком. Но он преодолел все трудности и преграды и стал всероссийским знаменитым академиком. Очень большое влияние на человека оказывает среда, в которой он рожден, растет и воспитывается. Но еще большее значение имеет его сила, воля и мечты. Действительно, орленок, родившийся в курятнике, может опуститься до положения курицы и влачить жалкое существование, но может и победить среду, в которой оказался по воле случая, и улететь к облакам. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и напишите комментарий. Подписывайтесь на канал. Спасибо и до новых встреч!